Привет! Это обзор событий, которые проходили на HighStakes в ноябре. Нам поможет в этом регуляр HighStakes Аврора. Алексей, привет! Всем привет. И у нас сегодня в гостях Сандрикс. Антон, очень рады тебя видеть. Спасибо, что зашел. Всем здорово, рыбаки. Очень рад. И первый вопрос. Я слежу за твоим блогом, я думаю, мы все следим. И у тебя был какой-то инфернальный стрик за последние годы, но при этом в 2021 году ты был топ-виннером на NL1K и выиграл очень много денег. И сейчас, если я правильно понимаю, ты наконец-то выбрался, можем тебя с этим поздравить. Рассказывай, как это произошло, я думаю, всем очень интересно. Да, все так. Начнем издалека, потому что история длинная. Ну и для меня она, короче, очень чувствительно до сих пор все это переживаю, потому что это еще, как будто в настоящем моменте со мной происходит. Короче, 21 год, как ты сказал, был у меня, типа, лучший год в карьере. Я начал тогда мультирумить, до этого все время Стар заиграл, вот как подключил Чика, мне там сразу начали насыпать. Я там пролетел пятихатку очень быстро, то есть начинал год, грубо говоря, на 200, закончил на косаре. Вот. Очень много выиграл на Чика, да, и думал, что так будет всегда. Я помню, кстати, ты даже 2К Ригвары на Старзах играл. Я что-то такое помню, когда еще лобби смотрел, Да. ты рубился даже на 2К на Старзах. Это было в конце года, я поверил в себя, сел в Тримакс, я ачивку хотел себе поставить, галочку, что я... у меня типа подход всегда был крайне смелый, скажем так, в том смысле, что, селект это просто не мое. Я сколько раз это пробовал, то есть жесткий селект именно, то есть когда ты сидишь и прям вот, грубо говоря, лобби мониторишь, там постоянно меняешь столы, вот это все. Это прям из меня душу высасывает. Я понимаю, что есть люди, которым это хорошо заходит, и это правильно, и хорошо, и им помогает. У меня это забирает интерес от игры. То есть мне интереснее, лучше я какое-то время буду проигрывать топом, которые держат столы, но я, возможно, чему-то научусь, во-первых. Во-вторых, мне будет интересно. Для меня это самое главное. Большая часть карьеры было. Вот. И да, в конце года я сел к Начо и Дэви Джонсу в Тримакс. В 2021 году проиграл им 1015, наверное. Да. И решил паузу взять. Потому что, больно было. Я готовился к тому, что я проиграю, но просто не ожидал, что это произойдет так быстро. Кстати, спустя время ты можешь заметить, что это не абы кто тебя вынес, а Начо и Дэви. Это как бы Дэви вообще считался чуть ли не лучшим игроком в мире последние пару лет. То есть... да, с одной стороны, проиграть чемпиону не обидно, соперник уважаемый. Да, но все-таки, они меня просто очень сильно размотали тогда, мне это прям я потом еще несколько... Я достаточно быстро обычно отхожу от таких вещей, но тогда я грузанулся конкретно. Дальше был 22 год, который начался с того, что меня начало потихонечку откатывать. Я там начал на косаре потихонечку. Сначала не сильно лил. Просто потом началась война, и вот со всеми этими дополнительными переживаниями игра начала сыпаться, я начал закатывать еще больше, потом куча вот этих переездов, перелетов, бабла вгрохали просто, я там и знакомые мои друзья, которые, с покера, да, которые перемещались по планете, грубо говоря. Очень много, как крыло самолета говорил. Билеты все стоили все вместе, если там... от ролла очень существенная часть ушла вот на это все. Вот. И самое главное, что вместе с этим игра начала сыпаться еще сильнее. Это вот как недавно пост в Дурдом написал в телеге у себя по поводу того, что он делился бэкинговым опытом и сказал, что он прям заметил, у него там большая выборка относительно была, да, там, что очень у многих даже нормальных крепких пацанов, которые реально бьют там с запасом тоже пятихатку, у них начала сыпаться игра прям после войны, да, после начала. Очень сильно это стало заметно, как будто тренд такой. То есть, еще раз подтверждает, насколько психология в покере, решает. Потому что и даже ты можешь быть реально топчиком там или около топом, и все равно на тебя это будет очень сильно влиять. Конечно, конечно. Все, что не связано с игрой, даже, то есть тут стрик такой, что, грубо говоря, все наложилось, вот как схлопнулось, как здание, когда землетрясение, вот просто как карточный домик сыпется, просто уходит под землю. Вот примерно так же уходит
уверенность, что ли, вообще, ну, в завтрашнем дне, не только в покерном, а вообще в жизни, в курсе, ну, типа, ну, мы все это пережили, вам, я думаю, все это знакомо, это Да. крайне тяжело, короче, переносится психологически и, естественно, очень сильно влияет на игру. Потом, когда мы переехали, ну, мы с напарником на Пхукете сняли виллу, вот, начали потихонечку там обустраиваться, в режим входить, там, пытаться, короче, адаптироваться к этому всему. Вот. Напарник — это по совместительству мой один из самых близких друзей, который нашел меня через мой блог. Короче говоря, пацаны, ведите блоги. Это никогда неизвестно, какие люди вас потом найдут, в смысле, насколько сильно позитивное обычно влияние они могут оказать не только на вашу покерную карьеру, но и вообще на траекторию жизни в целом. Вот. И, короче, мы начали катать активно на Пхукете, но дела только ухудшались. То есть я приходил каждый день, садился, и я заливал. Просто, ну, вот как не в себя. Вот я никогда столько не проигрывал в таком, ну, в денежном выражении, во-первых. И тут ошибки пошли, о которых я там говорил, у меня в блоге спросили, какие уроки, типа, ты извлек. Урок первый. Но я... Особенность у меня такая, что я на своих ошибках учусь исключительно своих и очень долго. То есть я запоминаю, когда уже выучил урок, хорошо очень, и типа прям вот ориентируюсь потом в ситуации. Но чтобы это запомнить, чтобы это прочувствовать, мне очень много времени требуется. Я думаю, что это потому, что я, ну, типа, неубиваемый оптимист по жизни, и я думаю, что а на этот раз пронесет, а на этот раз будет по-другому. И вот эту ошибку я на эти грабли наступаю, количество уже некуда тут, все лицо в синяках, но я продолжаю, потому что вот верю, типа, в светлое будущее. Короче, очень много проигрываю, не вовремя спускаюсь с косаря. У меня, говорю, день рождения, можно сказать, был покерный в этом ноябре, потому что ровно год назад я слетел с косаря. То есть я все-таки его отключил, уже было поздно, потому что ролл уже был, ну, он уже как бы по швам трещал, и уже... Нужно было сильно раньше спускаться, да, ты это имеешь в виду? Не сильно раньше, да, спускаться на пятихатку хотя бы, вот, которую, по крайней мере, у меня еще была тогда уверенность, что я ее бью там, и вот, и в любом случае вывезу. В итоге я спускаюсь, ну, и напарник мой мне все повторяет, говорит, Антоха, ну, я понимаю, что ты там не любишь сдаваться, но сейчас нужно отступить. В общем, он максимально корректно, тактично до меня это все пытается донести. Я говорю, Альбон, какой я уж я человек, я буду до конца гейминга, вот это вот все. Ну, короче, я понял, что вот этот мой оптимизм и нежелание сдаваться периодически в покере играет против меня очень сильно. И покер это подсвечивает очень, ну как, прожектором просто на тебе, на эту дыру в твоем мышлении, на этот баг тебе постоянно освещает, а я как будто отворачиваюсь, не хочу это видеть. Ну, то есть это вот чисто вот как баран уперся рогом, короче говоря. Но в итоге, как бы, покер такую хуйню не прощает. Тебе рано или поздно ты должен будешь это принять, смириться и сделать выводы. Иначе урок повторится. Вот. Я спускаюсь на пятихатку. Там меня как бы с утроенной силой все начинает. Я просто ни черта не могу сделать, каждый день смотрю одно и то же. Игра сыпется. Подходим здесь ко второму уроку, очень важному, который я для себя извлек. Я его потом с другими людьми компетентными обсуждал, которых как бы мне я уважаю и доверяю, и они как бы, да, типа, подтвердили, что есть такое, наверное. Короче, я сделал то, что нельзя делать в стрике, помимо не вовремя спуска, это начал менять игру кардинально. Я подумал, что раз уж ни хрена не работает, то если я сейчас что-то поменяю, уже хуже не станет. Я помню, да, ты уже... лимпить начал, да, наверное? Нет, это раньше. Это было еще раньше. Лимпить я начал наоборот, когда все было хорошо, потому что когда все хорошо, игру надо строить. Закончил лимпить, получается. Вот оно что, Димон, точно. Не, на самом деле я просто попытался мимикрировать, что ли, подход моего напарника, который для него работает хорошо. Вот, ну, как сказать, я точно знаю, что это его, как будто родная среда, его тарелка. То есть у него, он стратегию строит от защиты. И у нас был очень долгое время очень крутой симбиоз, потому что у меня, наоборот, от атаки всегда игра идет. И как бы намотаться, выйти за ренжи, вот это все, там, с фишами креативно сыграть. И мы как будто бы обменивались вот этими сторонами. Он мне
говорил, грубо говоря, как в теории стоит рейндж строить там в тех или иных спотах каких-то специфичных, я ему говорил, как я в этих рейнджах могу сыграть и как люди реагируют. То есть он эту реакцию вряд ли увидит, потому что, допустим, мало Мне кто кажется, так в допустим, ситуации, как я да. там выделит какой-нибудь сайзик несуществующий. Вот. И мы как будто опытом обменивались и помогали друг другу достраивать кусочки пазла, которых не хватает друг у друга в игре. Вот. Но когда меня стрикануло, короче, причем я ему об этом не говорил, это все в моей голове происходило. Вот еще что плохо, то что я, находясь в этом пузыре, ты как будто бы, если не обсуждаешь это ни с кем, то ты можешь очень глубоко себя закопать. А когда увидишь, это будет уже, очень, возможно, поздно. Типа, гораздо больше можно было себе времени и денег сэкономить и нервов. Но, как произошло, так произошло. Короче, я стал пытаться строить свою игру от защиты, начал разбирать там теорию, но, опять же, вот как помню, у БРД очень крутой пост был про то, что, говорит, нахрена я столько раз смотрел, типа, в солюшены и запоминал эти все ветки, если в итоге выбираю всегда самую пассивную. Типа, какой смысл? Если ты все У равно... меня самая защитная свою стратегия из возможных. Да, если ты выстраиваешь свою игру все равно не как будто бы даже не с претензией на объективность, а, грубо говоря, в свою стезю, которая тебе ближе. Вот как бы психологически чисто. И это неплохо, это на самом деле то, к чему я подвожу. То есть я отрезал у своей игры все самые сильные стороны, которые работали до этого, которые помогали мне, которые... сделали мою игру, грубо говоря, такой, какой она есть. Да, там были косяки, и там много было слепых пятен, о которых я не знал, и которые я потом уже впоследствии обнаружил. Но корневая, вот потом я это обсуждал с Ником Ховардом, привет ему, кстати. Вот он такой термин использовал, мне понравилось, игровая идентичность. То есть то, что кто ты как игрок. Вот что ты за игрок, типа, из чего ты слеплен, понимаешь? То есть, вот то, что еще... там, я помню, статья на GPSteam была... Крамник, что ли, писал про стиль. То есть, есть теоретические концепции, есть какие-то фундаментальные вещи непоколебимые, да, в игре, там, основа теории. Но все равно каждый игрок пропускает это все через призму собственного... характера, что ли, и выстраивает стратегию. То есть кто-то выбирает все время пассивную ветку, кто-то, наоборот, самую агрессивную, кто-то пытается там что-то комбинировать, но суть в том, что ты все равно как будто бы вкладываешь душу в свою стратегию, но если тебе действительно это... если ты интересуешься настолько игрой, и тебя это трогает, вся вот эта покерная вселенная, скажем так, да, тонкости, все эти нюансы, то ты, когда вкладываешь душу, ты вот как будто бы частичку себя в стратегию встраиваешь. И я эту частичку нахрен выкинул в окно. Но я этого не понял. И, естественно, я при этом еще больше начал заливать. И я такой, все, блядь, все, я сдаюсь, нахуй. Я ничего не знаю, я просто... И у меня в этот момент я испугался, потому что вот тот оптимизм, про который я рассказывал, который вот просто его не убить, нахуй. Вот никак, вот просто никогда мы все равно найдем способ. Он куда-то пропал. То есть я почувствовал, что я уже не могу на это опереться, у меня уже нету... я как будто реально земля из-под ног начала уходить. И вот в этот момент Виталя, это вот мой напарник, он просто меня спас, реально. Вот если бы не он, я хуй знает. Может быть, сейчас и не было бы этого подкаста просто. Вот реально. Потому что он настолько... если его одним словом описать, это человек... одним не получится. Это, человек, который очень сильно любит людей. А близких друзей, соответственно, вообще просто, вот как брата меня. И он мне своим... то есть он очень спокойно, очень рассудительно, он такой весь за рациональность. В смысле, вот он все спокойно, всегда без лишних вот этих вот всплесков эмоциональных мне объяснил, что Антоха, все будет нормально, ты точно бьешь игру. У меня уже просто деньги заканчивались, у меня еще семья была не со мной. Мне нужно было... у меня много было очень расходов, и я чувствую, что я уже не вывожу, он говорит, Антоха. И у Виталия тоже при этом было не очень хорошо с игрой. Он не лил, как я, но из-за вот этих всех психологических моментов после войны у него тоже с игрой проблемы были. И финансы тоже не шибко там
позволяли что-то делать. И он говорит, Антоха, если надо, я найду тебе денег, банкролл, неважно там что. Я уже просто позвонил в Greenline, понимаете, насколько мне хуево было? У меня уже банкролл, у меня уже на NL 200, то есть я уже спустился, у меня уже на 200 не хватало. Думал, приложение хватало, идти, да? но как бы... Да, и я такой, бля, я, короче, позвонил Артуру, Хатаб, который хозяин Greenline, насколько я знаю, вот, мы с ним поговорили, я ему объяснил ситуацию, мне там предложили условия, я такой, типа, когда начинать? Виталий это за стенкой слышит разговоры, такой, погоди, ты, давай, обсудим. Да, я такой, ладно, подумаю, да, спасибо, что уделили время, я подумаю, да. И, короче, Виталий все посчитал, он очень любит считать, он просто вот хлебом не корми, вот он как в покере с Солвером, просто вот не на ты, а даже, я не знаю, просто вот очень нравится ему именно теоретическая часть покера, скажем так. Вот. И он все посчитал, прикинул, говорит, Антох, у тебя, в принципе, почасовка, вот сейчас, если ориентироваться, сколько часов, тебе просто, говорит, надо, как вот Гэмдер мне нравится, говорит, ебало в пол и типа и катаешь. Ну, Виталий не так сказал, но смысл был такой, что тебе надо сейчас просто поднажать, я знаю, что ты это умеешь, кучу часов выкатать, и для тебя не проблема. Вот, почасовка будет такая-то, и если мы прикинем, что ты отдаешь такой-то процент фонду, вот, то, играя на 200, на 200 ты прям вот, бабки не ходи, бьешь 100 пудов, типа. Я показывал свою раздачу, он садился у меня за спину, смотрел мои сессии, там, просто поражался пасом, который я делаю, говорит, потому что я обычно не люблю сдаваться. Я просто уже в таком состоянии, что мне уже, типа, блядь, все, я знаю, что там надо, блядь. Но в целом, аргумент так себе, но конкретно в этом споте, да, типа. Он посмотрел все это и говорит, тебе выгоднее самому, типа, играть. И в итоге я пошел в эти приложения на месяц. Это был февраль уже вот этого года, получается, да? 23-го? 23-го. Да. Да, я пошел в приложение на L200. Непривычно было, конечно, там с этими всеми эмуляторами там и прочим. Но в итоге дня за 3 где-то освоился, начал кликать. Вроде нормально пошло, что-то там выиграл. Почувствовал наконец-то, как это вообще выигрывать. Я просто месяцами мог заливать, у меня типа было там 3 плюсовые сессии, прикинь, за месяц, блядь. А вот сколько вот, интересно, за год, сколько у тебя было плюсовых месяцев? За тот? За самый стриковый год. За 20, да, это 22-й, давай посчитаем. Так, до войны я сыграл 2 месяца в плюс, 3, да? Март еще там туда-сюда был нулевой, мы тоже засчитаем. А потом, апрель, май, июнь... еще июль, по-моему, был плюсовый. Разок дали передохнуть. Да, потом август, сентябрь, октябрь, ноябрь. Да, эти все это были в минус, жесткий месяц. Причем, очень жесткий минус. Я там заливал, я же еще касаем тогда играл большую часть года. Я там заливал, типа, по 10, по 15, по 20к. Какой-то из месяцев, по-моему, 40 залил. Там просто был какой-то ужас, нахуй. И что самое интересное, большая часть залива на Чика пришлась, который где-то выигрывал. Этот год кормил, да. Я вспомнил слова Машгдерна, что, типа, на Чика самая ебанутая диспайт всех, которые... Я тогда еще так, про себя улыбнулся, думал, конечно, типа, я ж тут вообще вынесся. Как так может быть? А потом меня как ебало. Там я такой, бля, походу он прав был, да. Я, кстати, эту фразу слышал примерно про каждую игру, поэтому это не факт, что так работает. Я потом подумал так же, скорее всего, там плюс-минус, да, но просто это опасная, блядь, хуйня, когда ты думаешь про какой-то рун так, ты потом начинаешь зажиматься, играть там как будто, типа, не в полную силу. Мне кажется, даже если где-то что-то подкручено, я помню, пост у Лонги был, для собственного самочувствия выгоднее думать, что все везде все справедливо. Да, все так. Раздается. Так что я с тех пор так и считаю. Да, там просто мы, как люди, очень плохо воспринимаем лонгран. То есть мы не понимаем, насколько короткий отрезок может быть длинным. И в количестве рук, и во времени. Абсолютно случайно. А лонгран это... Да, это очень все... Как я люблю говорить, когда мне там скидывают друзья или там пацаны, которым я помогаю, они скидывают мне графики там на 3000 раздач, 10 тысяч раздач. Я говорю, чел, это пена морская, это даже не волна, понимаешь? Это просто, просто ничего.
Поэтому не обращай внимания, гни свою линию. Так, Меня в оффлайне на остановились эту на тему том, что я тоже пожал. забавная история есть, что Давай. тоже как реги по-разному понимают вообще количество, дистанцию, да, вот играешь там условно в оффлайне, какой-нибудь рег проиграл там, знаешь, 5 раздач подряд. И все такие, как ему не заходит. Вот это никто бы на его месте не выдержал. Это вообще невозможно. Типа ты сидишь такой, так, он проиграл 5 банков. А там весь стол в консенсусе, типа все согласны, что это невероятнейший стрик, и как же не везет бедному мужику, и что вот он тильтанул не зря. Все бы на его месте тильтанули. Ну, кстати, в оффлайне, помню, еще в Сочи была такая поговорка в обратную сторону. 5-минутка нацев. Когда ты начинаешь и показываешь, там, 5 ШД показал, у тебя 5 раз премиум. 5-минутка нацев. Я говорю, понимают, эти понимают. Сейчас, типа, пройдет и будет нормально. Это ничего, не показатель, типа. Вот. Так, возвращаемся К приложухам. в рассказ о стрике. Да, мы в приложухах. Отыграли на NL200 там что-то месяц. Плюсанули воинов 30 такие радостные, все окей. Подключаю Чика. Играю 200, ну, получается, понемножку выигрываю, играю 500 в марте. В итоге заканчиваю месяц на 500, выиграл 20к. Я такой, ну все, здравствуйте, батя в здании снова. Радостный такой, все, думаю, ну все, наконец-то, отпустила. Там. На следующий месяц закатываю 1,5 раза больше. На этом же пятихатке, на этой же, на Чика. И такой, это знаешь, вот еще раз скажу, просто мне нравятся всякие метафоры. Смотрели фильм 1408? Да, я смотрел. По книжке, ну не по книжке, там рассказ короткий у Стивена Кинга. Вкратце, там чувак попадает в номер отеля, в котором происходят всякие странные вещи, мистические, да, из которого вроде как никто живым не выходил из номера. Но весь этот фильм, сейчас спойлер будет, это огромная метафора на страх. И там сцена, которая мне запомнилась, когда чел выбрался как будто бы из этого номера, он просыпается в больнице, жена рядом сидит, говорит, все, это был страшный сон, забудь, это просто вот тебя там раскимарило, ты там что-то съел или что, он такой, о, блядь, слава богу. Потом он на следующий день, или там спустя неделю он уже живет, как обычный человек, приходит в почтовое отделение посылку отправить. Отдает посылку сотруднику почты, смотрит на него и узнает, как будто в нем кого-то. Такой смотрит, лицо присматривается и узнает в нем метрдотеля из той самой гостиницы, в которой этот номер был. Одновременно с этим камера вокруг него начинает крутиться, сотрудники почтового отделения начинают разрушать стены кувалдами, просто расхуяривать. И в конце концов, за этими стенами, да, картонными, оказываются стены гостиничного номера, из которого он якобы выбрался. 14 В итоге все это... Да, все люди исчезают, стены падают, и он оказывается по центру опять этого номера, и никуда он на самом деле не выбрался. Я такой, блядь, у меня эта метафора потом так в голове, ну, прям засела, что я... Ну, она прям страшная, нахуй. Ну, тебе кажется, что ты выбрался, ты уже... То есть нет ничего... Ну, тебя обратно вернули назад, чем облегчение, ну, фальшивое, ложное, типа, вот, все, это на самом деле ты никуда не делся. И вот у меня это отозвалось, короче, прямо в сердце. Я аж такой, блядь, походу опять. И, короче, я четко помню этот день. Я продолжил проигрывать апрель, май и первую половину июня. Я продолжил проигрывать, опять спустился на 200. Ничего не получалось. Я кинги уже подключил. Короче, ну, просто та же самая хуйня, что и до этого была. Потому что, когда я начал выигрывать в приложухах на L200 и на 500 на Чика, да, вот, февраль-март, моя игра уже была вот этой пародией, грубо говоря, на саму себя. То есть, помните, я говорил, что я попытался мимикрировать подход, говорю, ну... Своего напарника. Моего напарника, да, и для него это работает, для меня это сработало... Вот я его неправильно применил, может быть. Может быть, я... Ну, в общем, суть в том, что я убрал из своей игры свою игру. Вот. И 15 июня, я помню, я шел по Бангтау, по пляжу, я люблю ходить пешком очень много, и, ну как очень много, ну типа там 7 тысяч, 10 тысяч шагов, вот так. И как раз вот, если в одну сторону выходишь, когда вот от лагуны направо поворачиваешь, до конца пляжа идешь прям до самого упора, там примерно только и получается. Я шел, и я просто, ну типа, у меня слабая сторона — это рефлексия, я очень редко этим занимаюсь. И не очень хорошо получается. Но когда я этим занимаюсь, это плоды приносит. Я начал просто ретроспективно анализировать. Думаю, так, блядь,
Давайте отмотаем еще дальше. Вспомним 21 год, когда я подымался, когда у меня все получалось. Помимо апстрика, что там было еще? Почему я выигрывал? Как я это делал, блядь? И я вспомнил, что, во-первых, я помню, это еще в 20-м даже году, или чуть-чуть еще раньше было. Старзы сделали ограничение в 4 стола. Я до этого играл всегда, ну, типа 8-10, там, ну, дохуя столов, короче. Старзы сделали 4 стола, я тогда играл только один рун. Я был вынужден играть меньше столов, играть более внимательно. И, как выяснилось, это тоже сильная у меня сторона. Когда я играю внимательнее, я играю сильно лучше, чем... ну, ладно, это я так опять... громкие слова. То есть я играю, наверное, лучше, чем средний рек, играющий такое же количество столов в составе с фишом, скажем так. То есть, ну, против випа, мне кажется, что я раньше играл типа лучше, да. Плюс я там стал топ-1 на NL200, на меня вышел CPS, предложил просто так меня потренить. И мне это очень сильный буст дало в понимании. То есть его видение игры вот, совпало с моим, да, вот это агрессивное. Да, Lucky CPS очень агрессивно играет. Очень, да. Тоже за ранжами мне это зашло. Любительно. Вот, и он мне как будто бы эту агрессию направил в правильное русло, понимаешь? Я помню, про него прикольный мем был на 2+2, там типа, сколько денег в банке? 2 ВБ? Заряжай пушку. Сейчас будем чего на стек выводить, нахуй. Просто дай его вернуть флопа, он уже понимает, что к риверу решение будет на стакан. Я такой, блядь, мне это так зашло. Но он мне просто объяснил, в каких ситуациях это правильно делать, и что люди в целом очень играют более зажато, чем солвер, мягко говоря. Вот. И в атаке в позиции можно очень сильно и хорошо их продавливать. Вот. Ну, там, до определенного порога, до определенных лимитов. Я начал это делать на 4 столах. У меня начало получаться, все пошло в гору. После этого я начал мультирумить. То есть я добавил еще... Ну, Чика тогда, там прям я попал в какой-то реально оазис, типа аквариум. Тогда было очень много випов на косаре. Я сразу на косарь ворвался, потому что у меня типа на 500-ке все сложилось. Я попробовал шотить косарь, все сразу пошло. И на косаре были пацаны. Там это был конец года, типа там, ну, осень-зима, да? И были пацаны со впипом 80, типа, там, 67/3, там, или... Ну, и мне больше нравятся пацаны, типа, 54/45, активные, которые можно потанцевать. База кормит. Да. И, короче, да, там очень много было, и каждый день приходили. А в конце года пришел Ганеш, если помните такого, Doom-тролль который. Вот. Да, я знаю, что это был чел, ну просто, ну вот он вроде как сухой в курсе, ну то есть у него там один сайз, вот этот подбет, какие-то, ну то есть никогда не блефует нигде ничего, вот, но я помню с Дурдомом еще мы обсуждали его, типа, он говорит, сколько не пытаемся с пацанами быстро размотать его, типа, не получается, я говорю, странно, я говорю, с него уже там типа миллион нажил, ну типа такого, но меня там апало просто как свинью, поэтому, скорее всего, Дурдом был прав, и пацан супер сухой был, но мне складывалось. Вот. Короче, начал играть меньше столов, начал играть в руме с большим количеством випов, обстрик, и, ну... Ты рефлексируешь, что тебе тогда помогло дать самый успешный год. Да, и я такой, так, блядь, а я, когда вот играл сейчас, ну, вот это начало года, да, и даже в приложуках у меня было много эмуляторов, я аж купил себе там этот монитор свой, вот этот изогнутый Odyssey Samsung, да, и там очень много столов можно вместить. И мне хлебом не корми, дай только побольше столов окнуть. И я типа себя обманывал мыслью, что ну я же типа я просто обзервить пустые столы там в лобби, да? Но с учетом того, что у меня с селектом дружбы не было никогда, я просто садился и начал париться. И там уже 8 столов, 3 макса. 3 макса, 8, ну там 4 макса, пригваров, короче, да? Хедзап я только не играл, единственное, что меня спасло, я не играл в хедзапы. Потому что я не представлял, как это делать. Сейчас играю, мне это нравится. Ну, короче, очень много столов на огромном мониторе, и я как будто в курсе, у меня этот самолет или там космический шаттл. Вот, просто. Когда Виталий это смотрел со стороны, говорит, я не понимаю, когда ты успеваешь думать. Ну, это невозможно. Ну, ты особо, наверное, не успевал, да? В этом и был ответ. Да! В том-то и дело, что я говорю, нет, Виталий, я там все это, у меня там интуитивные решения, короче. Ну, то есть, да, там была доля интуитивных решений какая-то, возможно. Но глубоко продумать раздачу я не успевал вообще, ну, то есть, ну, очень редко, то есть, там, знаешь, тогда совпасть должен момент, когда ты на всех столах сфолдил, у тебя где-то большой банк,
Вот, тогда я мог успеть что-то подумать, вот как, боюсь никнейм неправильно произнести, Сгаровский, или как вот на Джипстим пишет. Сгировский. Хэштег Сгировский, да. Вот он отличный пост написал про это, что, ну, как вот, продумать раздачу, да. Для этого, я так понял, мне играть больше 6 столов, что ли, противопоказано просто, ну вот, реально. То есть я гораздо хуже, чем средний рек, играю свою страту на больше, чем 6 столах. То есть есть у кого-то базовая страта какая-то, допустим, упрощенная, да, там, псевдо-ГТО какой-то, но оно, ему понятно, у него везде один сайз, он там звезд неба не хватает, но он четко себе представляет большую часть спотов, и играет их от дефолта от своего, да, вот от защиты. И он может позволить себе играть больше столов. А чел, который пытается везде, грубо говоря, наебало надавить сопернику, как ты будешь давить, если ты не понимаешь, банк, если ты не успеваешь подумать? Конечно! То есть моя А-игра и моя Б-игра — это как будто две разных точки на спектре. То есть это настолько далекие друг от друга точки, что, ну, просто вот... лучше выбирать А. Чтобы выбирать А, нужно вот сокращать очень сильно количество столов. В общем, стал играть на этом огромном мониторе, стал делать 4 стола, 5, максимум 6, там, добавлять, если нет больше регуляров. Короче, начал в эту сторону работать. И самое главное, что я еще вспомнил, что я делал тогда и не делал уже очень давно сейчас. Каждый день я разбирал все свои сыгранные, ну как все, там, самые крупные, самые там... не только выигранные, но и не только проигранные, но и выигранные, там вообще старался как можно больше рассмотреть. Все, что я за день с утра наиграл, грубо говоря, катаю обычно с утра всю свою карьеру. Потому что если я покатаю перед сном, я супер перевозбужден, я не могу заснуть, и потом все остальное рушится. Вот когда с утра, вот для меня лучше всего. Вот все, что с утра накатал, вечером разбирал, тогда был софт такой покер в основе. Туда можно было загрузить все свои раздачи, она тебе показывала плюс-минус, ну типа, это такой прототип про дедушка Визарда, короче, сегодняшнего. Я хорошо знаю. Когда там показывала Еволос тебе там. Ну, там много спотов было не посчитано. Многие споты были посчитаны криво. Там, типа, открываешь рейндж, у чела нет блефов. Вообще ноль, да? У Солвера, блядь. А оппонент все равно отбивает все вот эти кэчи. Я такой, блядь, что это? Как это? Ну, понятно, что криво посчитано. Думаю, окей. Но это какие-то узкие были споты. А в целом она, ну, плюс-минус понимание давала. Плюс какие-то идеи. Где-то можно залидить какую-то текстуру. Ты начинаешь думать, так, а почему здесь лид? Ну и пытаешься как-то анализировать. В общем, я каждый день, вот каждый, не пропуская, разбирал свои раздачи в основе. И, судя по всему, мне это тогда помогало. То есть, ну, даже если не смотреть то, что тебе в основе говорит, то есть там куча раздачи была с фишами, там, то есть нет смысла смотреть на то, что тебе Солвер посоветует. Но сам факт, то, что ты держишь руку на пульсе своей игры, да, для конечно. меня как будто это, ну, типа, ключевой, можно вообще сказать. Потому что, ну, у меня... Игра такая прям, ну, как я говорю, есть у кого-то там, вот кто от защиты строит стратегию или там пытается упрощенными концепциями строить стратегию, чтобы было просто, но зато всегда четко. У них игра как будто бы причесанная, в курсе, он такая вся вот как бы лаком уложенная. А у меня такая торчащая во все стороны, как иголки уезжав, в курсе, вот такая. В твоей стратегии тебе процент А-игры невероятно важен. То есть если там даже на 5% чаще играешь А-игру, это на минрейте скажется очень сильно. Именно. И чтобы этому способствовать, нужно держать руку вот на пульсе, реально очень четко ловить моменты, когда поплыл. Вот чтобы это понять, нужно разбирать, ну, для меня это так работает. Мне нужно очень важно разбирать собственные раздачи. И я с 15 июня каждый, сука, день сажусь, сейчас Wizard, ну, Wizard уже допилили до вменяемого функционала, там вот этот анализатор, крутишь туда руки, у них там миллиард серверов в дата-центрах, все это быстро обсчитывает. Ну, после сессии я не сразу сажусь, после сессии надо все-таки откиснуть, немного отмокнуть, иду погулять, там, спортом позанимать. Вот вечером я сажусь, начинаю разбирать, и если один день пропустил, на следующий не сажусь играть. Я помню, смотрел подкаст Мэтта Марианелли, который, вот он, кстати, в детоксе, по-моему, был. И вот он, мне эта фраза просто, ну, как бы глубоко в душу запала, он сказал, что как пришел на АКР, все поты больше 6 ББ, это типа вот, ну, с бомпотом, да, со слопа, которые. Он говорит, если вы играли со мной на АКР последние 3 года, то я разобрал каждый пот, сыгранный с вами.
Вы вряд ли. А я, блядь, разобрал каждый. Я такой, блядь, это так по-гангстерски для меня прозвучало. Такой, блядь, надо взять на вооружение. Я сортирую по Еволосу, ну, в Wizard, да. Смотрю сначала все, что, типа, самые большие ошибки. Просто бывает часто банк какой-нибудь маленький, типа, ты там где-то чекрейзнул не тем сайзом на флопе, а как бы отклонение по рынжу уже пошло хуй знает, типа. И помню, у инвокера на стриме был, он сказал, никто никогда не разбирает банк 10 ББ выигранный, потому что, типа, там не может быть якобы ошибки. А на самом деле, ну, там может быть периодически такие банки большой, встречаются. Да. И я по Еволосу, короче, сортирую, разбираю эти банки, смотрю, что как, выписываю себе там, делал себе, типа, канал в Телеграме просто, где я сам себе складирую раздачи эти с комментариями, просто подписываю, что не так. Ну, вот еще, кстати, что ты проговариваешь, когда реально это, ну, для меня работает, что ты лучше запоминаешь, чем когда просто вот увидел что-то. Нужно это закрепить, прописать. Вот. И потом самые большие выигранные банки, самые большие, ну, выигранные и проигранные. Вот все вот эти раздачи просматриваю, уходит на все это примерно часа 2,5. Ну, когда как, бывает меньше, бывает больше. Просто бывает спот, когда разбираешь раздачу, смотришь в ренжи и ни понять не можешь. Такой, так, я в этот момент запускаю тренер, там у них есть тренер, и начинаю просто кликать. Кликать, вот пока не пойму. Или, ну, может, бывает такое, что я не пойму в итоге. Какой-то слишком узкий спот, я такой, ну ладно. Это надо глубже копать, надо разбираться. Но чаще всего доходит до меня логика машины, грубо говоря, почему плюс-минус, какие классы рук, куда уходят, там, какой сайт. Как выглядит там, равновесие. Где... Да, как выглядит равновесие и где вот эти трэшхолды. То есть я помню, как-то со Стефом общался, спрашивал меня про прокачку игры, он говорит, открываешь тренер, короче, и хуешь его, пока у тебя из глаз кровь не пойдет. Типа, тебе, говорит, важно Интересно, он запомнить сам так трэшхолды. делал? Я думаю, Я думаю, вполне мог. батя. Но, может, я не знаю, но суть... Я в том, думаю, что он батя говорит, тренер надо ни запомнить- разу не открывал. Нужно запомнить всё может границы дефенда и, ну, где ты сам, да? Потому что защищаться всегда тяжелее, особенно без позиции. Вот. И вот почувствовать, грубо говоря, границу именно. То есть, когда у тебя есть это ощущение, ты гораздо увереннее себя чувствуешь в игре. И самое, что интересное, уверенность очень тесно связана с концентрацией. Потому что когда ты не уверен, у тебя куча энергии уходит на решение, определиться с выбором нужно. Вот как в притче, как Буриданов осел, которому поставили 2 миски, сука, с крупой, там одна там гречка пускай, другая овес. И он умер от старости, да, типа? Так долго смотрел, он с голодухи умер, он не смог выбрать. Он не смог выбрать и просто ничего не съел и умер, потому что, ну, вот. И это мне напоминает эту ситуацию, когда ты не знаешь границу, грубо говоря, и очень получается для тебя пограничное решение, хотя в теории оно может и не пограничным совсем быть. Для тебя оно пограничное в этой ситуации, и ты тратишь очень много энергии для того, чтобы определиться. И потом еще, когда вдруг ты ошибся, да, ты еще по этому поводу себя заебываешь, типа, блядь, ну все-таки ошибся. Короче, вот границу очень важно чувствовать. И для этого тренер, мне кажется, прикольно помогает. Вот. Ну, я его периодически кликаю вот в тех спотах, которые для меня неинтуитивными кажутся. Вот я так и работаю. Дальше интересное, что произошло. На форуме есть такой товарищ Никсон. Вот. Да, я знаю. У него в последнее время тоже дела вроде наконец-то наладились. Его там Да, тоже за тот год просто вот, ну, очень сильно. И в жизни, и в покере, и везде. И короче, я вспомнил, как ЦПС взял меня когда-то под крыло, скажем так, условно, потому что увидел во мне потенциал. И мне внутри я почувствовал какую-то необходимость, как будто бы сделать то же самое. Потому что я увидел, что, ну, по тем раздачам, которые он выкладывал, по тем мыслям, которые он писал у себя в блоге, опять же, ведите блог, пацаны. Вы не знаете, кто вас найдет. Короче, мне показалось, что его видение совпадает с моим, я как будто увидел молодого себя в нем, понимаешь? Вот, и... Так, чуть-чуть назад отмотаю. Начала игра налаживаться, потому что я вспомнил, когда, идя по пляжу, по этой длинной прогулке. Ты отрефлексировал, что пункты, которые привели тебя к успеху, и начал повторять их. Да, и начал их делать снова, и как бы закономерно траектория изменилась именно в эту сторону. Я начал с июня, у меня просто график опять попер вверх, красная снова выздоровела, и все линии пошли нормально. Там был отрезок потом, типа 150 тысяч рук в ноль, но мне уже было похуй, потому что в ноль это не в минус, я уже не бью, мне уже хорошо.
и линии не болеют. У меня просто, прикинь, был отрезок вот на этом 100 тысяч рук, да, там было что-то, я не помню, какой сэмпл. Короче, у меня на батоне был винрейт 11. Да. Прикинь. То есть на всех остальных позах был около дела. Я Виталий Даже, скинул, наверное, Виталий говорю, невозможно мне пиздец. повторить, если захотеть отыграть. Я такой, да, челленджа. все, Виталий, говорю, мне пиздец. У меня, говорю, видимо, я перекалываю 3 бета, короче, вообще с батона очень плохо играю. Говорит, Антоха, ну что ты, блядь, ты что, первый день в покере? Ты сколько там сэмплов? Я такой посмотрел, ну там что-то несколько тысяч было. И он такой, ну и чё? Ну бывает такое, он мне, поверь мне, говорит, я со статистикой люблю работать, я знаю, что это такое. И я могу тебе с уверенностью сказать, что даже у фишей такого нет, блядь. На батоне. У меня типа, как же там, колы 3 бетов с батона позиции против блинов у меня были минус 400 ББ на 100, что ли, что-то такое, какое-то ебанутое значение, типа, если бы я все руки фолдил, было бы лучше после рейза. Он такой, такого даже у фишей нет лузрейта на батоне. Невозможно, да, математически. Да, так что вот тебе, пожалуйста, еще одно проявление дисплея, о котором которое ты до этого там, типа, 10 лет карьеры не встречал, я такой. Но звучит вроде разумно. Пошел дальше играть дистанцию, выправилось все. Потом я по семейным делам вернулся домой, потому что, у меня тут еще наложились... Короче, в эмоциональном плане лето у меня было... Тяжелое. Такой аддок, короче, прям очень тяжело было. Сейчас уже получше, но, в общем, это все, естественно, тоже сказывается на игре, но как будто бы после того, как я нашел нить того, что мне помогало сохранять гейм свой, да, вот эту свою игровую идентичность, когда я слепил обратно, когда я начал продавливать, играть от атаки везде, где я раньше играл от атаки, только делать это на меньшем количестве столов, разбирать каждый день эти споты. Ну, вернул свой характер в свою игру, который ты до этого вернул назад обратно. уже, с хорошим да, майндсетом. собственно, да, и все, и поехало вверх. Пролетел я 200-ку, 500-ку. В итоге, говорю, день рождения в ноябре отметил возвращение легендарное. Но для меня оно очень... Просто я реально так... Я думаю, не только для себя, но и для твоих оппонентов. Да, и еще один момент, я помню. Мартин Иден, есть такое произведение от Джека Лондона про парня, который вот там из, по-моему, каких-то самых низов, там из рабочего класса, там и моряком, и кем только не работал, в итоге начал там читать, развиваться, и в итоге там философом, не политиком, но он очень продвинутым товарищем стал в плане мышления и понимания того, как в мире все работает. И там был момент про то, что он очень долго писал в стол свои размышления, пытался публиковаться, его никто не публиковал, все считали, что он какую-то ересь пишет, и типа, кому это вообще интересно. И очень долго писал в стол, в итоге кто-то его взялся опубликовать уже, когда он реально продвинулся в своих вот этих писательских начинаниях. Опубликовали какую-то, короче говоря, условно говоря, из поздних его работ. Люди разглядели в этом реально что-то гениальное, начали восхищаться. И самое смешное, что когда начали читать его первые работы, все такие, а кто это? Давайте найдем, кто это вообще такой, что он еще писал. Нашли его ранние работы, над которыми он сам уже сейчас смеется, типа это какое-то дилетантство, просто, И начали тем уже восхищаться, потому что вот результаты вот эти есть. И у него была фраза такая, почему? Работа же ведь уже была сделана уже тогда, почему никто меня не публиковал и не ценил, грубо говоря, не мог увидеть вот все это тогда, когда я только начинал. Почему? И тот момент, когда я помню, опубликовал пост про стрик, находясь, грубо говоря, еще там в середине этого стрика, или там на нижней точке какой-то. Я же публичный, типа, в русскоязычном комьюнити, по крайней мере, человек. И у каждого, особенно после истории со скриптами, там, когда петицию против них, так скажем, возглавил. Вот. И несколько недоброжелателей, я помню, которые типа, теперь, короче, его реальный уровень. Вот, типа, кто-то там писал, что я состою в конфе, где там люди рассуждают над твоей игрой и говорят, что в лучшем случае ты, типа, там, на уровне продвинутого фиша, грубо говоря, играешь, -1 ББ, там, что-то такое. А я про себя знал, что это не так. Я могу сейчас, конечно же, хуже играть, естественно, играю хуже, чем мой потенциал, да, грубо говоря.
Но я точно знаю, что я вернусь на косарь. У меня не было, типа... У меня единственное сомнение в этом было, когда вот до того разговора с Виталием, когда он меня просто вытащил, реально. Вот он меня спас. Вот Виталий просто лучший человек в моей покерной карьере. Просто Ты вот, точно ну, знал, что вернешься, и ты все-таки вернулся именно вот в ноябре. Да, Поэтому да, вот и это вот. я сейчас в ноябре, когда сюда вернулся, мне просто настолько это было приятно втройне. То есть первый раз было интереснее, потому что я никогда еще тогда не играл в косарь. А сейчас мне было просто это нужно, чтобы, ну, как будто вот от кошмара от этого проснуться и оказаться наконец-то, вот реально проснуться. Больше не возвращаться вот в этот 1408 номер. Все, я вернулся домой, короче говоря. А сколько И боинов ты летел на чувствую- пике? Я в какой-то момент перестал считать, а считать я перестал, когда было больше 120 боинов уже. Ну, то есть, я на косаре, на 2К я забил, помню, в общей сложности 60 тысяч, да? Потом на косаре я забил еще полтос, наверное, и потом все остальное уже пятихатка 200 было. Короче, я там залил просто, ну... Ну, больше до хрена. 120 боинов точно. Да. И, то есть, на 200 я даже проиграл на 200 в начале, то есть, до приложух. Ну, я игра на 200 уже сломалась после такого, понятное дело. Да, просто вот все, что сильного было в ней, я от этого избавился собственноручно. Самое главное, что самое интересное, никто в этом не виноват, блядь, кроме меня. Я потом с этого сидел, просто ржал, блядь, Антон, ты сам Ну, кстати, своими руками столкнул себя в обрыв, просто ты этого не понял. вот этот твой способ, Вот. когда ты что-то уже делал, ты вспоминаешь, как ты это делал, начинаешь постепенно повторять эти шаги. Это вот не только в покере, я это слышал, знаешь, в примерах даже вот просто в подходе в жизни в целом, там вот для борьбы там с какой-то депрессией, там еще вот, я похожие методы слышал, то есть ты вот реально, если ты уже что-то делал, либо даже не делал, а тебе нужно сделать, ты ищешь человека, который с этим справился, ну в твоем случае ты просто уже знал, что это ты сам из прошлого, и повторяешь аккуратно те шаги постепенно, которые как бы были сделаны. То есть, в принципе, это такой, раньше метод очень, ты дошел сам до очень продвинутого метода. Да, но можно было... Ну ладно, если... Ну, слушай, если можно можно- было, всегда можно лучше, но Да, да. было и было Да. уже, все. Мне это, видимо, нужно было, зато я сейчас столько всего понял. Просто вот тут вот... Самое еще, что интересно, что я начал делать, что я раньше не делал, и что мне сейчас помогает. Я на собственном примере убедился в правдивости утверждения о том, что когда кого-то учишь, сам запоминаешь и разбираешься лучше. Вот, Никсону с форума я начал помогать, просто потому что мне показалось, что в нем есть потенциал. Плюс у меня еще друг есть, очень хороший тоже, ну, со школьных, можно сказать, почти, ну, с университетских времен. Вот, и ему я тоже помогаю. Ну, Никсон, типа, играет сейчас там 100-200, да, а друг играет, типа, 50-100, вот. И у меня получается, ну, они мне каждый день там раздачи скидывают, я говорю, пацаны, вообще не стесняйтесь, сейчас у меня время, как бы, есть, я могу, ну, по крайней мере, с вами, ну, просто так, то есть, никаких Ну, как договоренностей, дополнительная работа никаких- над игрой. Да, и они говорят, а вот нам неудобно. Я говорю, пацаны, это мне помогает. Во-первых, мне приятно делиться с людьми, которым я симпатизирую. А во-вторых, ну, помогать, да, людям, просто делиться, есть такая потребность. Во-вторых, это реально, даже раздачи с лимитов ниже могут чему-то тебя научить. То есть я им какую-то концепцию объясняю, голосовухи, кстати, вот никогда ими не пользовался, всегда ненавидел тех, кто их пишет, а сейчас просто постоянно на раздаче голосовых отвечаю. Ну, типа, всех это устраивает, всем говорят, заебись, давай. Просто я когда разговариваю, у меня плотность инфы, короче говоря, больше, чем когда текстом. Вы заметили, наверное, уже. И вот, я им раздачи объясняю, какие-то концепции из них, и они начинают задавать вопросы, и иногда эти вопросы я чувствую, что я плаваю, типа, я не могу ответить, я не понимаю, типа, я так, вот. Сейчас мы, ну, типа, постараемся пойти и разобраться, почему именно вот то, что я думаю, оно так, и так ли оно Выявляешь вообще. серые зоны таким образом для себя. Вот, и еще плюс, ну, с Никсоном мы там созваниваемся, я ему показываю визор, да, он у меня в ушах, и мы обсуждаем, короче говоря, мои раздачи чаще всего я загружаю и показываю, как я разбираю свои раздачи, чтобы он потом также пытался разобрать свои, вот. И, ну, мне прям прикольно, мне по кайфу, и пацанам вроде как помогает, потому что, ну, судя по результатам, у них дела получше пошли, вот. Я сразу говорю, что я тренировать не собираюсь, мне это не надо, мне просто, говорю, приятно помогать людям. Ну, как и это я как люблю работа с дополнительно напарниками, по работать. факту. Это то, что ты говоришь, Да, это и есть да, работа с напарниками, да. Да. Согласен. Слушай, мне очень интересно было послушать.
Прям ты... Да, мне тоже. Я думаю, игрокам вот с GFC Steam, твоим особенно подписчикам, будет очень интересно, потому что все слышали, что у тебя вот твой колоссальный стрик, но все, вот ты сейчас всю историю рассказал полностью, хронологически, Да. и я очень рад, что это кончилось еще и хэппи-эндом, то есть можно чуть ли не какой-то мини-фильм даже сделать, теоретически, что и хэппи-энд есть, ты все-таки вернулся, ты понял именно, какие шаги тебе нужно сделать, и вернулся на НЛК, поэтому я, слушай, очень рад был услышать эту историю полностью. Я ее, знаешь, как-то вот, как сломанный телефон. Я просто с тобой лично немного общаюсь. Я это слышу, там, ой, Сандрис тут проиграл, там, тут выиграл, тут там закатался, тут не закатался. Ты как, знаешь, как бабка, которая слухи собирает. Теперь я все знаю вот с твоих уст. Спасибо, что выслушали, надеюсь, не утомил. Единственное, очень- что мне Тебе было вспомнил, большое интересно. спасибо. с Таксизаром встретился на Пхукете. И я помню, испытал, просто напомнил ты сказал про фильм, я подумал, что это будет кормить мое эго, и это еще одна ошибка, которую делать нельзя. Мне нельзя, вот мне лучше, вот чем скромнее, тем лучше. У меня вот это с трудом получается. Ну ты сам но- себе в Вот голове. Таксизар мне, В голове это держи. да, Таксизар мне говорит, слушай, ты так много катаешь даже в стрике. Это просто куча типа рук сыграна у тебя, даже там в стрике, не в стрике, ты всегда выкатываешь дистанцию. И типа респект, ты так профессионально, такой молодец. И я испытал в этот момент гордость и одновременно стыд. Мгм. Я взял паузу и говорю, типа, братан, на самом деле я типа лудоман, понимаешь, я не пассивном тильте, профессионал. типа, играешь, Я катаю не потому, что я цели там какие-то ставлю по раздачам, по количеству часов. Мне когда кто-то спрашивает, я даже не знаю, сколько я откатал. Но это я точно знаю, что я откатаю много. Мне просто, понимаешь, мне катка как будто бы, ну вот, как кислород необходимо. Сам процесс катки именно. Мгм. Понимаешь, покерный. Но, кстати, что интересно, разборы уже тоже вошли в такую привычку. То есть поначалу Слушай, они очень какие-то круто. скрипом шли, я делал это. Очень круто. Я это делал просто потому, что я понимал, что это мне позволяет не поплыть. Типа, я не хочу больше в эту хуйню попадать, вот в такую вот просто бездну. Я буду ее разбирать просто потому, что мне это нужно. А сейчас я, когда вот в этот втянулся процесс, и плюс с пацанами разбираем, я такой, бля, прикольно. И, ну, хочется прям как будто открыть, что-то там потыкать, какую-нибудь раздачу сыграл, на целый день в голове крутится, думаешь, блядь, надо проверить. И открываешь, смотришь. Ну, короче, интерес появился к работе над игрой в таком полуинтерактивном формате. То есть Wizard, респект, короче, чувакам, которые его придумали, прикольно, ну или там... Ну да, сейчас это сделали. топ-корпорация. Не все они придумали. Кто знал, что Вот, меня настолько- очень... Ну, в общем, анализ раздачи, тренер, вот эти две, как минимум, фичи меня прям очень заходят. То есть я не лочу страты, я там не пытаюсь Мгм. какую-то неубиваемую построить. Я чисто смотрю свои конкретные ошибки, потому что они мне приносят как будто бы больше всего value, ну, в понимании. То есть где я не туда катаю. Мгм. Вот. И я говорю, понимаешь, у меня это не профессионализм. Это вот это болезнь, брат. Пожалей меня. Не, ну на самом деле, вот, короче, раньше я этим гордился, да, но потом понял, что это реально, ну, типа, не особо-то моя заслуга. Просто у меня вот так Ну да, так сложен характер. такая часть твоего характера, твоей личности, да, что ты всегда много времени проводишь за столами. Мгм. Слушай, ну, я тебе вот так тоже, вне записи тоже рассказ очень интересный. У тебя еще, знаешь, вот, ну да, можно вот эту часть ставить, что вот ты рассказываешь какую-то часть, вот я учусь там только на своих ошибках, и спустя время, да, мне нужно много раз споткнуться. И вот ты как бы своим рассказом подтверждаешь, что у тебя очень, повествование очень логичное и интересное. То есть ты вот именно как бы потом делаешь какой-то тезис, потом рассказом его доказываешь. Типа это вот очень такой навык крутой. Респект. Я думаю, Я это прожил прям. да, я прям- думаю, это реально, я думаю, кстати, под твоим подписчикам будет очень интересно этот рассказ послушать. Мы там, может, Да, чуть-чуть это что-нибудь первый подрежем, выпуск, чтобы где он мы не будем вырезать. покороче Да, был. к- Там, знаешь, там каждую минуту. чуть-чуть как-то, чтобы, ну, смысл, целиковый смысл у тебя прям очень хороший получилась, такая прям история. Это эпизод про покер детокс и Ника Ховарда. Мгм. Это было, когда я вернулся домой, начал катать 200, у меня начало получаться. Там просто есть один важный момент в Давай, психологии. Короче, помню, потом я начал всю эту историю рассказывать, уложился чуть быстрее, но про игровую идентичность он очень хорошо ухватил. Мне вообще понравилось, что он прям вот как будто вот у него высокий уровень эмпатии, он понимает, что ты чувствуешь, как будто, потому что он потом это проговаривает, и у него очень точные формулировки, и ты такой, вот, точно, вот так даже лучше сказать. Вот когда про игровую идентичность сказал, я такой, точно. И вот они хотели меня взять в свою конюшню за процент от профита, Мгм. очень там, высокий достаточно. Ну, для меня он. Просто я понял, что я это не потяну. Когда они... Но они перед этим делали хитро. Они попытались замазать людей. Типа, они предложили... Ну, в принципе, грамотно, как бы, с точки зрения маркетинга. Они предложили там программу, там у них была, типа, 5 дней, что ли, презентации. Мы созванивались в Zoom, они показывали, как у них работает это их МДА, да, ну, тут Mass Data Analysis.
как они изучают линии, как они изучают оппонентов, то есть именно на огромных там выборках, миллионных, да, и как они это своим ученикам помогают применять, типа, в игре. Вот. И все это бесплатно. И анализ базы моей сделали тоже там. Я им 100 тысяч отослал. Они там основные лики выделили чисто вот в удобоваримом формате в Evernote, грубо говоря, тебе список твоих ликов, какие конкретно там, даже с примерами твоих раздач, там, и что можно, ну, как бы, обратить внимание, такой, бля, прикольно. Вот. Но когда дело дошло до решения, грубо говоря, да, два момента всплыло. Ну, во-первых, для меня показалось это очень дорого. Я не думаю, что я там могу что-то разглашать, но для меня это просто скажи, что дорого, нормально. Второй момент важнее. Второй момент психологический был. Он состоит из двух пунктов. Первый. Как я и сказал, я учусь только на своих ошибках, и мне показалось, что я как будто бы не эмпирическое знание, полученное не собственным опытом, не доверяю, как будто, понимаешь, очень как будто бы глубокое недоверие испытываю к информации, полученной не из собственных глаз. Понимаешь? И типа я не уверен, что даже если я на осознанном уровне доверюсь им, что я смогу в игре это применять, ну, потому что буду доверять, то есть следовать тому, что мне дадут. Это раз. И два, мне показалось, что раз уж я вспомнил, как все это работает, что я делал, что мне помогало, то у меня собственный потенциал еще не исчерпан, и я могу на собственном топливе ехать, ну, достаточно высоко еще, ну, типа, по собственным меркам, да, то есть до косаря точно доберусь, как будет дальше, не знаю, но если я буду продолжать, мне кажется, что я справлюсь своими силами, по-русски, вот. И в итоге я там их поблагодарил за все, говорю, пацаны, спасибо большое, было очень интересно, но я думаю, что своими силами справлюсь. И сейчас вот, получая Best Day за Best, ну не Best Day там, но в этом году, да, Best Day, в этом году. Best Day за Best Day на косаре, я про себя думаю, так, а прикинь, ты бы сейчас подписался, и тебе нужно было бы кучу денег из этих отдать, и как бы ты себя паршиво чувствовал. Короче говоря, я ничего не хочу сказать против фондов, фонды, ну, как бы, они будут существовать, хотим мы того или нет, это, ну, как бы, сегодняшний реальный такой вот бизнес покерный. Другое дело, что я 2 раза был на грани вхождения туда. Первый раз не совсем по своей воле. Второй раз мне все понравилось, как они работают. Мне понравилось то, что они показали на презентациях. Мне понравилось, как мы базу проанализировали. Но, тем не менее, я туда оба раза не вступил. И как будто бы не зря. Вот. Как-то так. Ну, кстати, вот показатель существования фондов, что покерные, как бы, ну, игра бьется, условно. То есть, раз фонды есть, значит, игра бьется с запасом. Как бы, игра фондов не станет, это как бы плохой звоночек, на самом деле, будет. Так, продолжим нашей регулярной рубрикой обзоров регваров на VPN, на NL 20 тысяч. В ноябре игрались не так активно, как раньше, но все еще было сыграно много раздач. И забавно, вот мы сейчас показываем для вас табличку с результатами именно за ноябрь. Больше всех выиграл американский игрок Силама, ну, я уже называю его Сишама по-аргентински. Но забавный факт в том, что, грубо говоря, регвары игрались как будто бы под него. То есть, типа, вот его считали более таким андердогом, все-таки американец, непонятно откуда взялся, а он всех вынес. И вот, как рассказ Антона, это такой человек, в чем-то, может быть, похожий на твой, у него стиль, у него огромный ВСФ, там он борется, в каждый банк пытается влезть. И в этом месяц, как бы, он, как видите, и даже Барак сыграл в минус, это редко случается. Но не переживайте за Барака, в следующей части этого выпуска вы поймете, что у него все хорошо. В общем, только Линус умудрился что-то выиграть, все остальные все проиграли. И Джессом Гейл сыграл большой довольно минус, и Начо, и вон Витя Энлайт тоже не смог ничего выиграть. Баптист Хукер это любитель. Ну, в принципе, вот из-за регов по факту только Линус и Силама смогли что-то выиграть. Ну, Силама прям совсем много, 25 бейнов. Вот, Антон, кого-нибудь ты знаешь из этих ников? Вот ты уже рассказывал, что играл с Начо, с Джессом Гейлом играл когда-нибудь? Конечно. Ну, в смысле, как сказать, конечно. Когда я Зум пытался 500, на 2К наверное, ходить, и да, Zoom 500 это было очень давно, а вот на 2К, когда я ходил, вот после тех 3 максов на Тарзак, да, когда я паузу взял, когда проиграл там 1015, я пошел потом на VPN на 2К, и там я играл. Так, ну, со всеми с ними играл, наверное. Ну, кроме
Барака, кроме тогда еще, наверное, Инлайта не было. Ну, в смысле, я с ним не играл. Мгм. Ну, короче, с Начо точно играл, с Дэвид Джонсом играл, с СМБ. Ну, я эти ники, в смысле, видел. Но меня вынесли потом, я же сказал, говорю, 15 тысяч тогда на Старзах заиграл, а всего из остальные там сколько получается, 45 я забил вот VPN вот этим ребятам. Нет, я Ну, там, помню, что ты частично еще, инвы, ну и другие. знаешь, вот во всех хэштег-тредах на 2+2 ты прям отмечаешься и активно следишь за раздачами на высоких лимитах. Тебе самому это интересно, да, и по кайфу смотреть, вот именно как там мужики рубятся за огромные банки. Мне интересно, да, я типа каждый раз, когда открываю там в приложухе 2+2, ну, в смысле, приложение для форумов, там есть, там можно 2+2 найти. Я его открываю с предвкушением, как будто я сейчас боевичок какой-то посмотрю, триллер. В курсе, потому что, ну, раздачи выкладываются, естественно, точечно. Ну, то есть, самые крупные банки какие-то там, самые какие-то неуважительные линии, вот то, что мне нравится. То есть, самые какие-то вот из ряда вон раздачи выходящие, и ты смотришь реально как вот нарезку из боевика, в курсе, где там просто вот так вот пацаны друг друга. И, ну, поэтому, да. И, ну, бывает, раньше еще давно, еще когда я в ML200 играл, я там как будто бы учился еще, типа, в курсе. Ну, то есть пытался линии какие-то подцепить, которые вот мне были незнакомы, или там лиды какие-то, да, то есть когда еще у меня совсем было там слабое понимание в целом покерной стратегии. Вот, ну, сейчас тоже такое проскакивает, но реже. Ну, то есть, когда что-то прям, типа, удивляет, почему так вот человек сыграл. Особенно, когда видишь карты, понятно, что как бы много ума не надо. Раньше там еще под спойлеры прятали шоу-даун, можно было посидеть, Так было лучше, да, даже. подумать. Да, потом открыть и уже сравнить с тем, что ты наразмышлял там. Но, тем не менее, все равно, да, мне это прям... адреналин, короче, как будто повышает чтение этих раздач. Так, ну если посмотреть табличку за год, как с учетом последнего месяца, мы можем поздравить Серегу с пробитием миллиона, выигранного исключительно на NL 20 тысяч на VPN. Это, мне кажется, значимое событие. Ну, Начо, к сожалению, проиграл, близко к миллиону, но остальные, ну, наверное, вот из интересного, что в прошлом выпуске Джестон Гейл неплохо выступал, но сейчас вот с учетом проигрышей до 2 последних месяцев он слетел даже в минус ЕВ. Барак все еще в плюсе. Барак и Линус так, довольно уверенно выступают. Тоже сыграли по 50 тысяч раздач. Ну, можно сказать, что уверенный плюс. Ну, конечно, до Сереги с 26 ББМ далеко. Ты любишь как боевики, мы для тебя приготовили интересную раздачу из этих игр. Мне кажется, с тобой будет особенно интересно ее рассмотреть. Так, здесь давайте сразу, только чтобы было интереснее, мы нашим зрителям тоже добавим карманные карты. Мы будем играть эту раздачу со стороны Линуса. У Линуса ник Board to Tilt на VPN. И чтобы вам сразу... Ну, короче, я вам сразу назову его руку. У него рука 5-4 разномастные, там, без креста, это будет важно. Значит, у нас раздача, где 150 ББ эффективные стеки. Джестон Гейл зарейзил с СБ, Линус сыграл кол. Ну, как бы на экране будет показано, что у него 5-4. Неплохой флоп для 5-4. У нас креста в руке нет, но все равно у нас как бы попали в ОСД. Текстура, где в 150 ББ стеках, как бы, ну, влияние позиции очень большое. То есть борт супер динамичный, очень много 4 стрит-тернов, там вот все, что возможно, может произойти. Это обычно означает, что игрок в позиции будет иметь огромную, ну, оверреализацию эквити. На месте, допустим, Джестон Гейл, я бы здесь вообще очень часто чекал флоп. Но Джестон Гейл ставит полпота. На самом деле это уже выглядит довольно сильно, когда вот на такой текстуре в дипстеках как бы уже оппонент начинает ставить. Это обычно уже означает, что там рейндж, ну, процентов 20 диапазона, причем еще такие хорошо запротекшены. Линус играет кол. Ну, с 5-4, наверное, можно рассмотреть рейс, но понятно, что дро такое, ну, не особо-то и сильный. Да, есть на 8, как бы доминированный, да, есть на 3 хорош, но все равно как бы на доске флеш-дро, там что-то борт может спариться. В общем, с 5-4 я думаю, что рейс может быть и можно играть, но кол, наверное, будет более стандартной опцией, особенно без креста. Линус сыграл кол. Спарка семерки больше подходит на ББ, потому что, собственно, семерок у ББ куча, у СБ семерок, какие вот семерки вообще играют канбэт? Ну, может, какая-нибудь хорошая семерка с бэкдор флеш-дро и там, может быть, редкий туз 7. Но здесь на месте Джессом Гео я бы, наверное, еще, ну, тоже, то есть, как бы мы аккуратно ставили флоп, но такой терн тоже можно еще тоже очень часто чекать, потому что очень уж он подошел также спектру ББ.
Ну и за спиной еще куча денег, то есть вот как ты рассказывал про историю Lucky CPS, в любой момент можно все деньги впихнуть на месте ББ, и тогда у СБ будут проблемы. Джейсон Гейл чекает, Линус отвечает чекбэком. Ну, здесь, наверное, можно было начать блефовать с 5-4, почему бы и нет. С крестовой карты, я думаю, Линус бы всегда блефовал. Здесь он без креста решил отложить блеф на ривер. Ну, это нормальная опция. Вот ты, Антон, как бы действовал на месте Линуса? Начинал бы уже вгружаться? Да, однозначно да. У Саула Косты, похоже, есть какой-то видос, я помню, где он самые лютые колдауны типа рассматривал. И там, похоже, спот был БВБ, где мне карта Терна настолько подошла, я помню в моменте просто свои размышления, что я решил, что весь блеф рейндж, который у меня здесь есть, просто захуярю. Ну, просто вот проставлю все. Ну, естественно, это не очень правильная игра с точки зрения теории, а с точки зрения того, что оппонент не любит сдаваться вдвойне, неправильно, но мне это просто понравилось концептуально, что если, вот как ты сказал, карта Терна помогает очень сильно диапазону ББ. А блеф сильной ошибкой того, точно не будет, это железно. Типа, я бы грузил, конечно. Ну, я как бы там пока не играю, может, это ошибка будет, если все время нет, грузить. точно не будет ошибкой, точно не будет ошибкой. Но тут единственное, что можно сказать, что Джейсон Гейл очень хорошо технически подкован, и у него здесь диапазон точно никак не ограничен. То есть у него есть здесь, как бы он здесь чекнет практически, может вообще любые комбинации своего диапазона здесь чекнуть. Поэтому на самом деле может быть такое, что мы разобьемся, а его сильный рейндж это возможно. Потому что все-таки диапазон канбета еще, на мой взгляд, довольно сильный в эту текстуру. Вполне может быть, что если мы прям, ну, совсем будем нагреть, можем попасть в защищенный диапазон и разбиться об него. Это возможно. Мне чек Линуса, если честно, нравится. То есть не обязательно здесь всегда вот эти 5-4, если мы их ставим, их всегда терн, мы уже любой ривер обязаны их доблефовывать. Ну, мы, конечно, так сделаем, но можно и, в принципе, не обязательно каждый раз так делать. Можно и отложить блеф на ривер, там, в одну улицу сыграть. То есть я думаю, что Линус точно здесь не ошибся, сыграв чекбэк. Это прям железно. Я даже вам это гарантирую, так вам скажу. И интересный ранаут. Самый интересный, наверное, в колоде. Это тройка бланковая. То есть Линусу доехал его стрит на 4-5. Джейсон Гейл играет банк. Ну, смотрите, вот здесь раздача сложнее и интереснее, чем кажется. Потому что первый момент, когда Линус здесь сыграл чекбэк терна, ну, доля банка Джейсон Гейла вот с оверпарами, наверное, про оверпары стоит в первую очередь думать, очень сильно возрастает. То есть у оверпара здесь все просто великолепно. То есть нас не поставили терн, тройка это полный бланк. Мы сейчас можем ставить чуть ли не овербет, можно вылюбетать чуть ли не овербетом свою оверпару, вылюбетить десятку какую-то шестерку, какие-то там средние там value, там может быть какие-то восьмерки, девятки еще есть у Линуса. Короче, очень много красивых кетчеров. То есть у оверпара есть огромная доля банка, то есть можно чуть ли не овербетом их ставить, и в подбете, я думаю, они есть. То есть, на самом деле, ну и блефовать тоже Джейсон Гейл тут точно будет. То есть, на самом деле, вот то, что он здесь поставил под, это, на самом деле, я думаю, очень широкий диапазон. На value здесь чуть ли не начиная с десятки. С хорошей десяткой он может так ставить. Железно все оверпары. Ну и блефы, я думаю, здесь тоже будут. То есть, с стритом у Линуса, я думаю, здесь обязательный рейс. Здесь, ну, мы точно сильно впереди диапазона Джейсон Гейла. То есть, безусловно, у него есть там сильные руки, но это нужно, чтобы он их не сыграл через канбет флоп, сыграл их еще через чек для защиты диапазона по терну. Как бы, они там, конечно же, есть, но их не какое-то прям огромное количество. Поэтому Линус, думаю, абсолютно оправданно играет здесь с рейзом. Можно отметить, что рейз такого довольно небольшого размера, то есть это сколько там, 2,5х. То есть такой вот какой-то протект рейс. Что он изображает? Ну, наверное, семерку он изображает, или вот что здесь изображает Линус? Наверное, в моих глазах семерку. В моих глазах Линус изображает 7х. У нас 5-4, мы, в принципе, этим довольны. Думаю, что Линус собирался просто вылюбетить оверпару. И Джейсон Гейл отвечает алыном. 150 блайндов. Неожиданно. И вот мы в забавной ситуации, что мы сыграли рейс такого маленького размера, изображали 7х, в нас ставят такой плотный репуш, и вот мы сидим думаем, с 4-5, может ли там тоже быть стрит? То есть мы изображали же семерку, может быть там и стрит на вэле запушит, это теоретически возможно. Какие тут вообще блеф? Можно ли придумать блеф? Будет ли здесь... Ну, обычно в таких ситуациях блеф это какое-то превращение. Ну, такой вот знаменитый термин двойной блеф ривера, это когда мы блефовали, нас зарезали, а мы еще раз блефуем. Так делают только совсем отважные люди. То есть, как правило, в таких ситуациях это блефы, это то есть та рука, которую мы ставили на value, получили рейс, и мы уже как блокер ее запихиваем. Но вот что это за рука на месте господина Весна Пизаревича,
придумать очень тяжело. Вот я сижу, думаю, вот что вообще он здесь блефует. И я не могу придумать таких комбинаций. Вот интересно Антона, послушай, ты как мастер выхода в RNG и попытки как бы надавить на соперника в любой ситуации, вот что бы ты тут мог теоретически блефовать. Вот ты поставил банк, у тебя вэлли начиная с сильной десятки, с туз-10. Вот что бы ты мог сверху запихнуть на этот маленький рейс? Ну смотри, я думаю, что нам важно блочить доску хоть чуть-чуть. Хоть чуть-чуть, ну вот что, Для вот того, придумай. Но типа, смотри, если Linux таким сайзом изображает TMX, Я думаю, CMX, может быть и нет. То есть ты как думаешь сам? но 5.4, ну смотри, 5.4 же тоже у него в этом рейнже Есть, то да, есть вот у это нас не только 5.4 TMX. сейчас на месте Linux. Вот, 5.4, 8.9. Могут так сыграть на его Мне месте? кажется, 8-9 чек терна редко очень сыграют. И они, во-первых, должны рейс Окей. флопа очень часто играть. То есть 8-9 не сыграли рейс флопа, не сыграли бет терна. То есть они там могут быть, наверное, но это какие-то, знаешь, какие-то крошки этих 8-9, можно их, я думаю, не учитывать. Ну тогда, ну то есть мы хотим выбить 7x или 5.4, 7x. если вдруг, да, если уж они там оказались вот в этом сайзе и в этой линии с чекбихом терна, я бы, наверное, превращал десятку. Если мы TX ставим... Туз 10, да? Да, ну, например, туз 10, да. Если мы ставим на value, да, ты сам сказал, что от десятки можно. Я чуть думаю, ли- да, ну, десятка там, может так 40 сыграть. value, то десятку, мне кажется, прикольно будет превратить, ну, там, 10-7 блочится немножко, там, Ну, блин, 7x мы 10-7 не блочим, зарейзили, потом тоже это не зарейзили, флоп, нем, поставили... но ставить черным особо, мне кажется, смысла нет, они там вообще все блочат. Ну да, ну Ну, нет, пол, почему типа. там оверпары, в любэтим оверпары, в любэтим, ну то есть, нет, на самом деле 10-7 терн я бы, ну я так, со своей колокольни рассуждаю, 10-7 могут там быть, наверное, да, но опять же, они еще маленький рейс должны сыграть, блин, здесь можно и просто рейс вколить, если сильно захотеть. Что, вот, Не, знаешь, ну так выбивать мы у Линуса хотим- семерку, это вот... Нет, если мы знаем, что оппонент не пробросит столько, сколько мы предполагаем, то, конечно, В превращать общем, не очень стоит. Но на месте просто Джейсон вопрос Гейла, был, если чтобы- честно, вот мне чтобы вот, я мы бы на месте превращали. Линуса не могу я придумать блеф. Вот для меня, наверное, какой-то блеф мог быть, если бы был меньше сайзинг, да, вот он поставил там не под бет, какие-то 3/4 там, что может быть там какие-то девятки так мерджат и потом превращают, их фиг их знает. Там, не знаю, даже Девятки? В смысле девятки на этом? ну, типа, может, какие-то 9-7, вот, я бы, наверное, может, даже хотел блочить, ну, вот непонятно, вот. Так мы мы выбиваем хотим себе, то есть нам семерку нужно не выбить. Мы- блочить если слабую мы- семерку, Да. и блочить Да. что? Что нам надо блочить? Стрит тогда или 10-7? Да, тут 10 лучшая комбинация, да. Ну, блин, туз 10, мне что-то кажется, что еще вообще их флоп часто чекнут. Ну, не, ну, Ну туз да, 10, да. наверное, туз 10, да, это единственный блеф. Ну, как вы думаете, что было у Джейсон Гейла? Ну, нац. Да, Я думаю, что нац был. прямой нац. Ну, Линуса 4-5, как мы уже говорили. Каре семерок. Ну, в общем, такой отважный бладкетч от господина Линуса Лава. И, на мой взгляд, интересно, Да. иначе тем, что вот я вот сидел, вот ломал голову, когда выбирал эту раздачу для нашего разбора, что здесь блефует Весна Пизарович, он же Джейсон Гейл. И вот я придумал туз 10, да, вот только, наверное, только туз 10, но это, блин, с туз 10 выбивать вот эту семерку Линуса. Ну, наверное, можно. Но, её кстати, что интересно? Знаешь, что интересно? То, что, скорее всего, ну ты же сам сказал, что Гейл хорошо подкован теоретически, что он там блефы точно придумает, они у него будут. Да. И Линус наверняка это знает. Это еще один момент, помню, из диалогов, скажем так, с ЦПСом, когда он говорил: чел, если ты пытаешься надавить всем очень сильно с блефами, то ты должен вывьюбетить просто вот очень... Ну, здесь у него просто семерки оказались, окей. Но ты должен очень тонко вывьюбетить, А то есть потому туз что 7 на тебе, вэлью он может. твоим имиджем, типа, оплатят все. Ну да. Понимаешь? Ты должен вывьюбетить тоньше, чем вот там Солвер покажет тебе, потому что у тебя имидж супер агрессивный, и ты должен им пользоваться. конечно, да. Зачем ты его создавал? Ты его создал не только, чтобы блефовать, а чтобы У его Джейсон вывьюбетить Гейла нет гораздо такого имиджа, тоньше. я вам так скажу. Это на самом деле такой довольно аккуратный игрок. И мне кажется, что он просто возможно, Линус колил 4-5, потому что ожидал, что там туз 7 на value пушит. Мне тоже так кажется. Может Но- быть 8-7 отчасти иногда. Ну, согласись, что туз 7 на value это очень тоненько здесь, на такой доске. Ну, это может быть и Solver Approved игра, но мне кажется, вот в реальной игре Джейсон Гейл не запушит. Хотя кто его знает, может и запушит, конечно. То есть маленький рейс Ривера, непонятно, как его интерпретировать. Наверное, как тонкое value его нужно интерпретировать, и тогда нужно запихивать на туз 7. Тогда 4-5 мы должны колить просто потому, что мы бьем туз 7.
Такая логика. Мгм. Но я не был бы рад в этой раздаче на месте господина Линуса вообще. Я так вам отвечу. В общем, Линус Да. тонкие фолды не делает, казалось бы. Но у нас есть еще одна интересная раздача. То есть мы ее так, тоже подробно разбирать не будем, но мне она просто очень понравилась. Это вот, опять же, на ГГ было невероятное количество экшена в ноябре. И одним из главных экшен-мейкеров был спортсмен из России и Грузии, Гия Якобишвили. Это бизнесмен и такой фанат покера. Он хорошо довольно играет, он теоретически хорошо подкован, играет оффлайн. И он играл с лучшими игроками в мире, с Линусом. Вот, допустим, здесь вот мы покажем вам скрин, они играли NL 100 тысяч, причем они играли еще с правилом, это лимит NL 100 тысяч, обязательный показ карт. То есть, типа, они вот играли, что тот, кто выиграл раздачу, должен показать карту. И смотреть было очень интересно, я сам даже на некоторых стримах смотрел, я отвлекался, но я потом все равно нарезки тоже видел. Все это вот реально с показом карт пропало, вот, на мой взгляд, великолепная раздача, вот это всем хейтерам Линуса посвящается, что Линус телефон, не умеет делать тонкие фолды, просто зацените, тончайший пас. Вот раздача, то есть мы увидели этот ШД только потому, что вот из-за правила показа карт. В раздаче у нас Дудь зарезал Скотофа. Барак трибетнул на батоне. Вам, наверное, плохо видно, но я вам так рассказываю. Барак трибетнул на батоне, Линус сыграл Open 4bet с десятками, с СБ. Да, это немного лузовый Open 4bet, его на самом деле не обязательно делать, но отмечу, что игра Санте, это заставляет нам сыграть шире. Плюс, даже это нормальный Open 4bet, то есть так играть можно. То есть десятки в части случаев точно нужно здесь Open 4betить. В общем, Линус Open 4betит, Барак кол. Эффективные стеки где-то 160 ББ. Но из-за анты, из увеличенных сайзов, это считай, что там 120 ББ раздачи. Поэтому на самом деле это плюс-минус стандартная ситуация. На текстуре 8.5.3 Линус сыграл чек флопа с десятками. На самом деле у десяток здесь довольно большая доля банка, и здесь можно даже большую ставку ставить. Можно играть чек-рейс. То есть на самом деле у нас все довольно хорошо. То есть Линус здесь должен чекать просто потому, что типа, опять же, 8.5.3, еще много денег за спиной. Мы как бы не хотим здесь все свои оверкарты конбетить, и чтобы как бы чек-чеки получать, мы какие-то чек-рейзы, какой-то диапазон чек-рейзы должны строить. Десятки это такой вот чек. Условно, мы выставляться в флоп мы сильно не хотим. И там по факту мы хотим чек-чековать с десятками и начинать уже терн угружать. Я думаю, примерно так строится его логика. Я думаю, это частотный чек. Такой немножко неожиданный. Барак отвечает чекбэком. У Барака здесь дамы. Тоже анализируем с ШД. Дамы с дамой в масть. Я думаю, практически всегда нужно ставить флоп. Но чек Линуса здесь очень, как я уже сказал, я думаю, будет очень полярным. Здесь мы часто увидим чек-рейс, либо чек-пас. То есть, тоже, когда мы здесь поставим, мы увидим чек-рейс или чек-пас, это означает, что ставить нам тоже нужно полярно. То есть, опять же, вот если мы часто получаем мало колов и много рейзов и фолдов, хочется свой диапазон бета поляризовать, чтобы вот какие-то средние руки поменьше, чтобы поменьше давления получать на наши средние руки. Это такой чекбэк-ловушка, можно сказать, от Барака. Такая, может быть, не лучшая рука для ловушки, уж какие есть. Здесь интересная игра по терну. Опять же, вот здесь по терну с десятками у Линуса просто огромная доля банка. Просто огромная. Вот здесь машина всегда вам покажет либо уверенный бет, чуть ли не большим размером, там полпота с радостью ставят десятки. Вообще, то есть доля банка просто феноменальная. Но если уж чекнули, то это железнейший чек-кол. Железнейший чек-кол. Но Барак пожадничал, поставил плотную ставку, и Линус 36 блайндов, блайнд 56. И Линус сделал прямой фолд, сразу выбросил свои десятки. Вам кажется, что это как бы мелочь? Выбросил, человек плотно лепит. Но на самом деле это довольно тонкая постройка. Вот здесь, опять же, если вы забьете эту раздачу в равновесие, десятки никогда не будут фолдиться. То есть это всегда, у нас как бы огромная доля банка, машина всегда пойдет ее реализовывать. То, что Линус здесь сделал превентивный такой вот фолд терна, это вот то, как бы за что ему ставят в укор, типа что вот Линус тонкие фолды не делает. И вот как бы Линус разбивает этот аргумент. На мой взгляд, со его стороны, вот учитывая, как он играет, это тончайший фолд, это эксплойт, наверное, сайзинга, то есть вот он прочитал по сайзингу, что это жадный 36, вот этот, 2/3 там сайзинг, и что такой сайзинг ставиться не должен, что Барак должен играть здесь маленькие ставки, что вот этот сайзинг, скорее всего, более жадный, и нашел очень тонкий пас. Вот, поэтому я вот, для меня, вот как игрока, и как имидж в моих глазах Линуса выглядит, этот фолд означает, что такой вот очень high skill фолд, где он именно хорошо по сайзингам прочитал
value heavy диапазон барака. Поэтому здесь как бы outplayed, что говорится. Здесь и как бы с показом гард гораздо обиднее и бараку, и Линусу, и как бы гораздо круче нам, зрителям, что мы увидели вот этот, ну, в общем, всем хейтерам посвящается, что Линус тонкие фолды делать умеет, и эта раздача вот гарантированное этому доказательство. Ну, также вот из игр с Гией тоже вам покажем огромный... Вот почему я говорю, что не стоит переживать за Барака, то, что на КР он выступил в минус, потому что Барак умудрился опять выиграть все деньги мира на NL 100 000. Он выиграл кучу банков, там 250 тысяч долларов плюс, оформил очередной Best Month, и, ну, грубо говоря, как он это делает, говорится, научите. Потому что вот здесь, опять же, против Ги он поймал огромный блеф. Это была последняя раздача их сессии, то есть Гия написал, что сегодня не складывается, и типа играем последнюю раздачу. И в последней раздаче решил повернуть огромный блеф Ривера, огромный блеф на стек, типа вот он в тривей банке, грубо говоря, зарезал с баттона, получил 2 кола, и в тривей банке с блокером на стрит, он прожарил, типа вот он сыграл треть пота флоп, овербет терн и 2 пота пуш ривер. Барак, естественно, не забыл найти у себя нац. Да, на спаренном борде это не совсем нац, но у Барака руку лучше быть не может, у него там, ну, разве что туз 4, и здесь как бы он, я думаю, железно калирует, потому что, ну, как минимум он бьет дележку, то есть он может что-то выиграть, плюс у Ги агрессивно играет, у него могут быть блефы, и вот здесь, пожалуйста, он выиграл 300 тысяч долларов банк, причем последняя раздача сессии. Обычно в последней раздаче сессии вы проигрываете стек, но это если вы не Барак. Я сегодня, последняя раздача сессии, 400 ББ плот против Люсми в курсе. Короли в тузы, там 5 бет приплоп, 6 бет. Да, кол, флоп с королем. Ухожу, мне Карачевский пишет, я, говорит, ору с этой раздачи, хлопнул дверью, говорит, в конце сессии последний банк. 602 банк? Я говорю, ну, нет, сейчас скажу, 200, ну да, почти там 500 с чем-то ББ банк, по-моему, был. Уважаемо. Я такой, ну, да, типа, ну, было и было. что скажешь. В общем, одна из забавных раздач, которые стоит показать, ну, в рамках больших банков. Ну и отметим, на GP Steam вышла отличная статья про игры с Colorful. Покажем вам на нее ссылку. Всем советую прочитать, очень нам это интересно. Colorful это такой очень колоритный любитель, который очень, ну, такой вот лузово играет на high stakes. Вот он в ноябре снова активно играл, там кучу часов отыграл, играл от NL 20 до NL 100 тысяч. И вот в один из дней он так, ну скажем честно, подзамазался, отыграл где-то 20-часовую сессию, и закончилась она игрой на лимите NL 100 тысяч. Как это обычно, наверное, заканчивается. И здесь снова, кто бы мог выиграть у него все деньги, попробуйте угадать. Снова Барак. Кстати, здесь стоит отметить, что довольно красивая линия, то есть он такой вот провоцирующий сайдинги использовал, то есть по терну особенно. Вот здесь 1/5 терна, на мой взгляд, довольно нестандартный сайдинг. Он как бы не совсем, ну он геометрический, но не совсем, то есть вот он отчасти провоцировал, отчасти тонко валюбетил, и его провокация сработала. Мы можем вам показать, что господин Colorful радостно вгрузился, и даже вот совсем бланковый ривер решил доблефовать. Вот здесь как бы 450 тысяч долларов банк снова уходит Бараку. Ну и завершающий банк, снова Барак, снова против Colorful. Здесь уже господин Colorful, скорее всего, потильтовывал, что стоит... Мы можем это предположить по очень лузовому колу на 3-бет с валет 8. Ну и снова Барак использует именно провокационные сайзинги, то он провокационную линию, то есть он играет третий пота флоп, чек терна, и аккуратненько через чек-колы, ну, терну на ривер он уже зачекпушил, потому что, ну, слабые сайзинги, то есть в 1/4, до 1/3, явно, что его тузы тут всегда лучшая рука. И снова вот обратите, что, видимо, что Барак изучал игру этого любителя по раздачам с ним, по наигрышу у него очень большой, и что в предыдущей, что в этой раздаче провокационная линия, типа тритпота, чек, как бы вот мы ставим маленькую ставку любителю, потом как бы чекаем, уже мяч как бы переходит ему, и вот он радостно выгружает свой блеф терн, тонкая value ривер, и уже как бы замазавшись еще и ривер нам оплачивает чекпуш, в котором, скорее всего, блефов никогда у Барака нет, только value у него будет. И выигрывает очередной 400 тысяч долларов банк. Another day at the office for Барак, да. Как написали на 2+2. Нет, это реально... Да, стоит отметить даже появление Трутеллера, то есть игры были настолько дикими, что даже Тимофей решил, так сказать, поучаствовать и посмотреть, что происходит в современном покере. Мы давно его не видели очень за столами.
тоже такая, на мой взгляд, классическая раздача. Но она такая немного забавная. Я думаю, Данил не обидится на нее, что мы, как правило, мы закрываем нашу рубрику тем, что Данил проигрывает 100 тысяч плюс долларов в банк Линусу очередной. То есть вот Данил, забавно, хорошо, он сейчас плотно играет в High Stakes, выигрывает, но всегда у него заканчивается все проигрышем огромного банка Линусу. Здесь в очередной раз Линус на своей любимой руке король 6 заколил 4 бет. И неплохо попал. Здесь, собственно, как я говорил в прошлом обзоре про Мишу Иннера, но здесь как бы Даниил Васильев был обречен в этой раздаче. Линус, на ривере это уже железный кулер, а блеф двух улиц у Данила, я думаю, очень хороший. То есть это правильный блеф двух улиц с король дамы. Машина точно solver approved. Поэтому вот, эта ситуация забавна тем, что еще буквально там 8 месяцев назад, там 9, Данил играл на L500, вот как и ты, Антон. То есть его взлет был очень стремителен. И забавно, что вот в очередной раз с NL500 до проигрыша 160 тысяч долларов банка Линусу, как говорится, путь не такой уж и долгий, не такой уж и долгий. Я с фаном это говорю, потому что Даниил, насколько я знаю, все равно закончил месяц в плюсе, поэтому я думаю, он не обидится на такой шуточный въезд. Тогда, на самом деле, вообще... я, если бы, допустим, хотел попасть на High Stakes, если бы про меня потом рассказывали, что вот я буду проигрывать огромные банки Линусу, я был бы даже доволен. Значит, жизнь моя идет неплохо, я все делаю правильно, и это даже и плюс. И феноменальные результаты лучших игроков за месяц. Феноменально, потому что если просуммировать выигрыш топ-10, регулярные зрители нашей рубрики могут отметить, что, думаю, в этом месяце это с большим отрывом лучший месяц среди топ-10 игроков. Потому что денег, даже 10 место выиграло 260 тысяч долларов, а первые 4 места 500 тысяч плюс. То есть великолепные результаты поля, то есть раздача денег шла лютая на High Stakes. Это стоит отметить. Барак, как мы уже отмечали, феноменально выступил на NL 100 тысяч. Да, там, может быть, не везде ему сложилось, потому что вот даже из 3 выигранных банков он уже выиграл больше, чем общий выигрыш за месяц. Где-то он все-таки, значит, и проигрывал. Но все равно уверенный топ-1 с 730 тысяч долларов по ЕВ. И очередной лучший игрок месяца. Поздравляем Барака Висборна. Линус успешно выступил, выиграл. Кстати, Линусу можно отметить, что это получается 1 миллион профита за месяц у Линуса в холдами, потому что это 630 тысяч выигранных на ГГ, и вот его аккаунт Board to Tilt на VPN, мы его показывали в прошлой табличке. В общем, вот он, Линус, он и на 2-м, и на 8-м, и если просуммировать, то это почти $1 миллион профита. Американский спортсмен Силама, про которого мы рассказывали, уверенное 3-е место, разрыв регваров на NL20К, 33 бобы на 100 на NL20 тысяч, вынос вперед ногами Джессом Гео и остальных, мы уже рассказывали про это в рубрике. Маркос Ладьев — это эстонский игрок, я с ним лично знаком, мы вставим его фотку тоже. Очень удачный месяц, он выступил удачно и на NL 100 тысяч, и на NL 40 тысяч. Вот он как раз таки очень хорошо выступал с Colorful на NL 40 тысяч. Вот он был один из тех, кто его обыгрывал там. И феноменальный результат, тоже $500 000 профита. Думаю, он очень доволен. Таксхир, здесь как бы все те же лица, вот все те, кто как бы играл вот эти NL 100 тысяч и 40 тысяч играл с Colorful, в статье на Gypsy Steam про это хорошо рассказано, еще раз отсылаю к ней, вот все они выиграли очень много, потому что, как я уже сказал, раздача денег шла лютая. Таксхир на 5-м месте, $400 тысяч чистого профита, наконец-то перебрал, потому что на VPN у него был большой недобор, и здесь вот он за месяц, я думаю, компенсировал большой кусок этого недобора, сложилось где нужно. Тайсто Джастер, Тайсто Янтер — это Sir Helmets, тоже отличный месяц, $340 чистого профита, 340 тысяч чистого профита, тоже well played. Я думаю, во многие месяцы это был бы топ-1, но именно в этом месяце это всего лишь топ-6. Забавно. И наконец-то мы видим Виктора Кудинова в топ-винерах. Я лично его давно об этом заждался, потому что Виктор незаслуженно плохие результаты имеет в этом году. Играет он хорошо. Во-первых, большой выигрыш пота, $300 тысяч банка выигрыш у Виктора, и врыв в топ-7, во многом благодаря этому банку на ГГ. Надеюсь, что в декабре Витя выступит так же хорошо, даже еще лучше, и подотмажет неуспешный год. В прошлом году он под Новый год тоже как раз очень жестко ворвался. Поэтому это его время, надо повторять, Витян.
Мы за тебя болеем. Тащи, лейтенант, давай. Так, снова Линус, как я уже сказал, в 8 месяце. Линус с двух ног ворвался в топ. И вот вторая его нога на 8 месте. На 9 месте у нас Лол Вальдамис, это известный игрок Охей Синди с Poker Stars. На VPN удачно выступил, много, ну тоже достаточно хорошо, 260 тысяч долларов, часто он мог и первое место занять. Многие фанаты Инвокера и стримов Инвокера помнят, как, собственно, вот... не знаю, Спасибо покеру за славу инвокера. Да. Такая. Причем Инвокер рубился с ним много на Poker Stars, еще в золотые годы стримов Инвокера. И вот сейчас Синди разрывает АКР. На 10 месте закрывает табличку у нас настоящий Born to Tilt. Это настоящий ник Сергея на Poker Stars. Это Born to Tilt, собственно, его Линус у него, ну, позаимствовал, скажем так, для VPN. И в этом году в холдами сейчас, как, кстати, Born to Tilt настоящий, Сергей играет больше в Амаху, но, учитывая, какая хорошая игра была в холдами в ноябре, даже он вспомнил былое и с такими випами решил, так сказать, сдуть пыль с карт, с 2 карт. И показал неплохой врыв в топ-10, 260 тысяч чистого профита. Опять же, во многие месяцы это могло быть и топ-1. Отдельно еще отметим 11 место Серегу Муниза. Он вернулся наконец на ГГ. Мы все его тут заждались. Надеюсь, что в этот раз он здесь выступит удачнее. Мы дальше будем видеть. До этого он играл только VPN и просто разорвал VPN. Вот, опять же, в прошлой табличке вы видели, что он перешагнул отметку миллион только на NL 20 тысяч. А он, чтобы вы понимали, на остальных лимитах тоже в плюсе. Поэтому, как бы, результаты на КР у него феноменальные. И вот возвращение, легендарное возвращение на ГГ. Поэтому ждем его в наших выпусках.